Россия пытается перехватить инициативу на фронте. Илон Маск поддержал прокремлевского блогера, а жены мобилизованных запустили флешмоб. Обо всем этом и не только расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные интересные новости. Российским силам удалось захватить инициативу на Восточном фронте. Россия активизировала свои наступательные действия в попытках отбить Клещеевку и Андреевку. Лидер Хамас Яхья Синвар покинул сектор Газа в гуманитарном конвое. Синвар изучал иврит в тюрьме, историю Израиля и биографию израильских политиков. Он знает нас очень хорошо. Американский миллиардер Илон Маск и ведущий Такер Карлсон в соцсети X поддержали прокремлевского блогера, которого задержали СБУ. Так вот, что случилось с Лирой. За публикацию своих видео он был арестован властями Украины. Доброе утро, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать, а главное – доносить людям правду. Перейдем к новостям. Заявления украинских военных говорят о том, что российским силам удалось захватить инициативу на границе Харьковской и Луганской областей, в районе Бахмута и вдоль оси Авдеевка-Донецк. В то время как украинские войска сохраняют инициативу в ключевых районах на юге, о чем свидетельствуют украинские контратаки на западе Запорожской области. По меньшей мере, Россия пытается перехватить инициативу середины ноября, не считаясь потерями, сообщает Институт изучения войны. Институт изучения войны говорит, что наступательные операции предпринимаются Россией сразу по нескольким направлениям. Это Купинское направление, то есть там цель Купинск-Харьков в перспективе. Это, собственно, Авдеевское направление, да, то есть Россия проводит там наступательную большую операцию, наверное, одну из самых больших за все вторжение, по крайней мере, по масштабу российских потерь. И на Бахмутском направлении Россия активизировала свои наступательные действия в попытках отбить Клещеевку и Андреевку. Собственно, там российские войска пытаются наступать, опять же, с попеременным успехом. Периодически Z-каналы рассказывают, что все там на Бахмутском направлении они захватили, и Клещеевку, и Андреевку. Но потом оказывается, как правило, через несколько часов или через день, что это все абсолютная ложь, как это было и с Марьинкой. Признает сложность ситуации командующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, россияне наступают по всему фронту. Самое важное сейчас – это сохранять жизни солдат и рационально использовать боеприпасы, заявляет военачальник. Оперативная ситуация на Востоке остается сложной. Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту, вместе с командирами, держащими оборону на восточном направлении. Подробно проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий. Россия, похоже, начала зимнюю кампанию против энергоинфраструктуры Украины. Такое заявление сделала британская разведка. Речь идет об ударах по Киеву и Центральной Украине в ночь на 7 декабря, во время которых Россия использовала тяжелые бомбардировщики. Всего было выпущено по меньшей мере 16 крылатых ракет. Вероятнее всего, это были ракеты АС-23А. Россия накопила эти ракеты для использования в зимней кампании. Вероятно, это было началом более согласованной кампании России, направленной на деградацию энергетической инфраструктуры Украины. Однако, согласно первоначальным сообщениям, большинство этих ракет было успешно перехвачено украинской ПВО. ВВП. Где ДМБ? Жены мобилизованных запустили новый флешмоб. Участницы движения «Путь домой», которые добиваются возвращения мобилизованных, начали публиковать призывы к российскому диктатору с требованием вернуть их родственников домой. Они фотографируются с плакатами, на которых написано «Верните папу» или же «Хочу стать многодетной матерью». Россельхознадзор разрешил импортировать яйца из Турции. Теперь более 20 турецких организаций могут возить яйца в Россию после тщательной проверки. По данным Росстата, за год цены на яйца выросли почти на 50%. Здравствуйте, я житель города Светлогорска. У меня вопрос к нашему губернатору. Очень хотелось бы узнать, с чем связаны такие высокие цены даже на простое куриное яйцо. Во-во-во, и я также говорю. Куриное яйцо дороже, чем колбаса даже. Ну что такое, 134 рубля десяток яиц? Так невозможно. До этого Генеральная прокуратура заявляла, что проверит цены на яйца. Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить необоснованное завышение цен и принять меры.
Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%. А пока мы ждем рассказов о западном влиянии или, возможно, о западных курицах, россиянам теперь нужно подключить 15 разных ведомств, чтобы вновь позволить себе яйца. В Саратове и Белгороде заметили гигантские очереди в магазины. Причина ажиотажа – яйца по 78 рублей. Я вижу, что в магазине стоят. Это вот нереальная очередь стоит за яйцами. Издевательство над людьми, а машина только одна приехала. Лидер Хамас Яхья Синвар покинул север сектора Газа в гуманитарном конвое. Об этом сообщает телеканал КЭН. Считается, что сейчас он находится в городе Хан-Юнис на юге анклава. Синвар бежал через гуманитарный коридор. Израиль открывал их для гражданских лиц. Руководство Хамас находится в Катаре, но Синвар считается самым влиятельным человеком в группировке. Синвар провел более 20 лет в израильских тюрьмах и был освобожден в 2011 году, когда Израиль отпустил более 1000 заключенных в обмен на освобождение одного израильского солдата. Я знаю, насколько он жесток. Я никогда не недооценивал его способности. К сожалению, другие это делают. Синвар изучал иврит в тюрьме, историю Израиля и биографию израильских политиков. Он знает нас очень хорошо. Ранее руководство Израиля заявляло, что уничтожит каждого террориста. Я видел наших замечательных бойцов, которые сейчас находятся на передовой. Они знают, что за ними стоит весь народ. Они понимают масштаб задачи, они готовы действовать в любой момент, чтобы уничтожить кровавых монстров, которые восстали против нас, чтобы убить нас. Хамас думал, что нас уничтожат. Это мы уничтожим Хамас. Американский миллиардер Илон Маск и ведущий Такер Карлсон в соцсети X поддержали прокремлевского блогера Консало Лиру, которого СБУ задержала в мае этого года. Карлсон опубликовал 19-минутное видео, в котором утверждает, что Лиру задержали из-за критики Владимира Зеленского и обвиняет украинские власти в якобы пытках пророссийского блогера. Так вот, что случилось с Лирой. За публикацию своих видео он был арестован властями Украины. Теми властями, которым мы платим для распространения демократии, которую мы поддерживаем по многим причинам, против автократии России. Илон Маск со своей стороны в комментариях к сообщению Карлсона написал, что Украина должна отпустить Лиру, поскольку США отправили стране более сотни миллиардов долларов. Гражданин США сидит в тюрьме в Украине после того, как мы отправили более 100 миллиардов долларов? Есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского? Если это все, то у нас серьезная проблема. По данным СБУ, в своих видео Консало Лира отрицал военные преступления РФ, утверждал, что ВСУ вроде бы обстреливают свою же территорию, а в Украине царит неонацистский режим. Лиру весной отпустили под домашний арест, однако в июле он снова нарушил закон, пытаясь выехать на мотоцикле за границу через пункт пропуска Украины с Венгрией. По решению суда Лиру задержали в Закарпатье и доставили в Харьков. По данным правоохранителей, фигурант находится под стражей в следственном изоляторе. The Russians don't want to harm Ukraine. They would have destroyed Ukraine if they wanted to. Россияне не хотят навредить Украине. Они бы уничтожили Украину, если бы попытались. Они хотят захватить ее одним куском. Вы можете сказать, это все злые мотивы России или то, что остальное не имеет значения. Однако вам нужно посмотреть на реальность, которая происходит сейчас. Что меня действительно беспокоит, и, возможно, это неразумно для меня говорить, пока я все еще в Украине при режиме Зеленского. Что меня действительно беспокоит, так это то, что режим Зеленского не волнует то, что они провоцируют гуманитарный кризис. Они приветствуют гуманитарный кризис, они бы с наслаждением смотрели на то, как украинцы умирают. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке. А также подписываться на нас и в других социальных сетях. Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.